Всем привет! По горячим следам хочу записать сразу видеоинструкцию о подаче документов на национальную визу в Германию и расскажу о некоторых моментах, которые помогут вам сэкономить огромную кучу времени, денег и, главное, нервов. Давайте предположим, что вы, счастливчик, получили приглашение на работу от германской компании, у вас уже на руках подписанный контракт, и вы начинаете собирать документы для того, чтобы податься в посольство Германии в вашей стране и получить национальную визу D. Здесь, судя по многочисленным сообщениям на форумах, у людей всегда в голове путаница. Вы не подаетесь на Blue Card, вы получаете сначала рабочую визу, которую вам выдают на срок до 6 месяцев, но обычно выдают на 6 месяцев. И только когда вы прилетаете в Германию, уже здесь вы подаете опять документы на то, чтобы вашу визу D, рабочую визу, конвертировать в Blue Card. Поэтому не путайте холодное с горячим. Сначала национальная виза, рабочая виза, потом Blue Card. Вообще начните готовить ваши документы для визы заранее. Не ждите, когда вы там уже получили контракт. Они никуда не денутся, они будут лежать, ждать. Итак, что делаем первое? Первым пунктом идем на сайт посольства. Обязательно посольство вашей страны, в вашей стране, извините. Идем на сайт посольства и скачиваем памятку. Почему важно на сайте в вашей стране? Потому что, как это ни странно, памятки отличаются, и список документов тоже может отличаться. Более того, он может обновляться, поэтому скачиваем последнюю памятку с сайта посольства Германии в вашей стране. Дальше в этой памятке у вас даже будет чек-лист для всех документов. Первое, о чем нужно подумать, это апостили на ваши документы. Вам понадобятся апостили на дипломы о высшем образовании, на свидетельство о рождении детей и на свидетельство о браке. И вот здесь очень многие спотыкаются. Мы споткнулись в свое время. Поэтому, если вы можете сделать апостиль заранее, сделайте его. Он не имеет срока действия. Это такая маленькая бумажечка, которая пришивается к основному документу. И по сути апостиль – это подтверждение, что ваш документ выдала эта страна. Апостили ставятся только в той стране, где был выдан документ. И в этом может быть большая проблема. Например, когда мы наступили на эти грабли, не позаботились заранее о том, чтобы у нас были апостили. У нас были апостили только на дипломы. Очень давно мы их сделали. Но нам нужно было сделать апостили на свидетельство о рождении детей, которые родились в Новосибирске, и свидетельство о браке, которое было выдано черти когда в Казахстане. А сейчас коронавирус, и вообще очень-очень непонятно было, что делать. Посольство Казахстана в Минске не сильно хотело отвечать на наши письма, и в результате я узнала, что если делать это через посольство, то это будет занимать от полугода, то есть вообще какие-то нереальные сроки. И поэтому, слава богу, у нас остались родственники в Казахстане, и мы попросили нашу тетю сделать для нас это. Для этого мы сделали ей доверенность нотариально заверенную. Для этого мы послали ей эту доверенность с нашим свидетельством о браке, DHL, что тоже вышло в достаточно крупную сумму, $100 в одну сторону у нас ушло на отправку документов. Но мы просто боялись отправлять менее надежной компании, потому что у нас очень поджимали сроки, и документы очень важные. Каким-то чудом тетя записалась там в нужную инстанцию и сделала нам этот апостиль. Мы очень долго его ждали, очень переживали. В результате, слава богу, все приехало в целости и сохранности. Но где-то месяц на это ушел. То есть, когда у вас уже на руках контракт, очень нервозно ждать таких вещей, и которые еще могут как-то еще не произойти. С свидетельством о рождении, выданным в Новосибирске, было сильно проще. Мы также попросили нашу подругу, отослали ей документы уже попроще транспортной компании, и без всяких доверенностей она просто сходила в ЗАГС и сделала нам апостили на эти свидетельства о рождении. Поэтому сделайте это заранее. Если вы планируете переезд в другую страну, узнайте, на какие документы нужно ставить апостиль. Опять же, повторюсь, случай с Германией. Это и блу-карты, это диплом, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке. Дальше, после того, как вы получили ваши апостили, вы собрали все документы, сложили их в красивую кучку, вам нужно делать переводы на немецкий.
Переводы на немецкий делают всякие разные агентства. Здесь переводы должны быть заверены нотариально. Это дополнительные деньги, конечно же. И в результате у вас будет такая вот плотная стопочка только одних переводов, которые будут заверены нотариально. Нотариальное заверение опять будет переведено, там заверено печатью переводчика. Если ваши документы изначально не на русском языке, то сначала будет перевод там, с казахского на русский. В общем, там такая, ну, такая достаточно длинная цепочка, но люди, которые этим занимаются, они это знают. Поэтому просто приготовьтесь отдать такую нормальную денежку за то, чтобы вам это все хорошо перевели. Дальше вам нужно подготовить обязательно выписки из базы вузов Анабин. Здесь тоже есть такой очень непростой момент. Вам нужно, чтобы ваша специальность соответствовала тому, что написано в Анабин слово в слово. Вот давайте посмотрим сейчас. Зайдем на этот сайт, найдем, где здесь у нас, например, мой вуз и моя специальность. И посмотрим, вот если хотя бы одно слово будет не соответствовать, например, в моем случае это было системотехник, инженер-системотехник. У меня не было этого слова системотехник, и на самом деле вам нужно просто попросить переводчика, чтобы он перевел так, как написано в Анабин. То есть вам нужно прямо вот распечатать вот эти вот странички с Анабин и отдать переводчику и сказать, вот так должно быть написано. Сначала они у нас не хотели это принимать, но потом после небольшой дискуссии мы им доказали, что смысл фразы абсолютно не меняется, абсолютно там ничего не меняется, это никакой не обман, не подлог. Просто нужно, чтобы было слово в слово, такие вольности перевода. Но для немцев это очень важно. Если будет хоть немножко отличаться, вам не дадут голубую карту, вам дадут обычную рабочую визу. После того, как вы все это сделали, скачиваем анкеты, опять же, с сайта посольства, заполняем их на немецком языке. Если не хотите заполнять сами, можете найти в интернете кучу людей, которые сделают это вам за деньги. И дальше начинаются небольшие особенности. Например, у меня контракт был подписан электронно, то есть я не подписывала его руками, как раньше делали, что вам компания присылает по почте, вы подписываете, отправляете обратно по почте, они там подписывают, ну, короче, вот эта вся цепочка. У меня он был подписан электронно, и это, в принципе, абсолютно законно, валидно, это зашифрованные ключи, но я очень много раз звонила в посольство, чтобы выяснить, нормально ли для них это будет. Потому что когда это распечатываешь на бумаге, это выглядит просто как будто, ну, вы просто вставили туда свою подпись или вообще, ну, не выглядит это прям подписанным документом. И, к счастью, сотрудники в посольстве оказывались очень отзывчивые в Минске, но все равно их показания каждый раз расходились. И в итоге мы, конечно, ну, я спрашивала компанию, но мне сразу ответили, что, как мы договаривались, контракт подписывается только электронно. И в результате мы пошли с этим контрактом, все оказалось окей, то есть это ни капельки не смутило сотрудника посольства. Так что если ваш контракт тоже подписан электронно, не переживайте, все должно быть хорошо. Дальше очень часто спрашивают, если вы едете сразу всей семьей, в анкете есть пункт о том, где вы будете жить. То есть подразумевается, как будто бы один человек приехал сюда, например, муж приехал, пожил какое-то время, снял квартиру, и потом он хочет вызвать к себе жену и детей, например. Но если вы едете вместе, у вас еще негде жить, и это абсолютно все понимают. Поэтому либо указываете адрес компании, и там дальше ставьте галочку, например, или там какой-то есть пункт, я уже не помню, ну, мы написали, что мы хотим снять трехкомнатную квартиру. Либо вы можете указать адрес гостиницы, в общем, где-то, где вы будете останавливаться, но я знаю, что куча людей указывает адрес компании, и абсолютно это нормально. То есть здесь все понимают, что вам пока негде жить, у вас нет там никакой регистрации, это все окей. Единственное, что должен сделать человек, который является главным заявителем, главным аппликантом, это написать от руки о том, что вы приглашаете свою жену, там, своих детей поехать с вами. Это тоже есть на сайте посольств. Внимательно почитайте памятку. Об особенностях вроде бы все. Пока вы делаете вот эту всю подготовку, вам нужно ловить запись в посольство. И тут только удача, я не знаю, люди пишут какие-то скрипты, которые там записывают.
их в посольство. В Минске было записаться в посольство довольно-таки легко, главное, надо было ловить. То есть там в определенное время по утрам они открывают какой-то слот на ближайшие 2 недели. Ну, я, честно скажу, я меняла запись раз 5, наверное, потому что мы ждали наши апостили, и потом апостили нужно было еще переводить, и поэтому я записывалась там на неделю вперед в надежде, что апостили приедут, потом понимала, что нет, не приедут, отменяла запись, записывалась еще на неделю вперед. Ну, то есть проблем с записью не было. Читала, что в Москве попроблематичнее. Ну, в общем, ловите. Ловите постоянно, сидите на сайте посольства, должно повести. Если вас идет, как нас, например, 4 человека, не обязательно делать 4 записи. Но об этом тоже лучше уточнить, лучше позвонить в посольство, если это возможно, если они берут трубку, то позвоните, уточните. Я специально звонила, и мне сказали, что хотя бы 2 записи сделайте, если вас 4, то это нормально. Все получилось, вы записались в посольство, готовимся к визиту. Собираем все, что можно. Берите с собой все оригиналы, которые только можно. В общем, возьмите с собой все. Нести не тяжело, но бегать потом, или не дай бог у вас чего-то не окажется, это будет прям катастрофа. Поэтому берите все, складываем все в отдельные мультифорки, так как просят на сайте. То есть дело каждого аппликанта отдельно. Все аккуратненько сложено, каждую в отдельную папочку. И не берем с собой ничего. Ничего, даже мобильные телефоны. В посольство запрещено проносить все, кроме документов. То есть вам либо где-то в машине придется это бросать, либо непонятно где. Например, в посольстве Германии в Минске даже не было вот этих шкафчиков, куда обычно запирают вещи, которые нельзя с собой приносить. И в посольстве вас, чего ожидать в посольстве? Все очень просто. Сотрудник посольства вызовет вас, будет долго, тщательно перепроверять все документы, задавать какие-то вопросы. Например, у нас он спрашивал, собираемся ли мы учить немецкий язык, говорят ли дети по-английски или по-немецки, какие у нас планы вообще, надолго ли мы хотим приехать, а кем работает муж, в какой он области. То есть он просто хочет понять, насколько вы серьезно настроены, насколько вы действительно едете, там не просто побаловаться. Да? Ну, это все-таки общие вопросы, не думаю, что там можно как-то прям завалиться. И вот очень приятный молодой человек собрал у нас все документы, мы провели в посольстве 2 часа, на минуточку, да, 2 часа, при этом явиться надо всем обязательно. Сняли отпечатки пальцев, а потом мы заплатили пошлину, и нам сказали ждать звонка, а, когда наши визы будут готовы, дадут нам визы, не дадут нам визы. И вот вы не поверите, но на следующее утро в 9 часов утра раздался звонок. Фрау Мудряк, бла-бла-бла, мы рады сообщить вам, что ваши визы готовы, подходите, забирайте. То есть это был прям шок такой контент. Рабочая виза в Германию за 1 день. Мы готовились к подаче документов 1,5 месяца и получили ее за 1 день. Там же в анкете вы указываете, когда вы хотите въехать в Германию. То есть не обязательно, что вам дадут визу и вам надо завтра уезжать. Мы указали дату через месяц после получения визы, потому что только получив визу, мы сообщили на наших работах, что мы увольняемся. И нотис-период в компании, в которой мы работали, был 1 месяц, поэтому вот мы получили визу, и через месяц мы были готовы уже вылетать. За это время мы уже там распродавали, раздавали вещи, готовились уже непосредственно к переезду. Но самое главное, что процесс получения был уже позади, и заветная виза была в паспорте. Потом, после того, как вы уже прилетите, начнете здесь работать, уладите вот эти всю кучу бюрократических вопросов, в течение этих 6 месяцев вам нужно податься на голубую карту. И здесь я хотела бы записать для вас подобное видео с какими-то советами, но, слава богу, наша компания предоставила нам специальное агентство, которое занимается релокацией людей, и сотрудники этого агентства все сделали за нас. И хотя я очень привыкла все делать сама, и никогда в жизни я не платила ни за одну бумажку, и все визы, все документы, все-все-все в жизни я получала сама, но здесь я была очень рада отдать это кому-то, поэтому мы просто загрузили им наши документы и забыли про это. Потом мы ждали 4-8 недель, мы ждали полные 8 недель, пока нам назначат appointment для оформления Blue Card. И вот буквально на днях мы наконец его получили, съездили, отдали все документы и теперь ждем заветные карточки. Сегодня мне больше нечего вам рассказать. Буду очень рада вашей обратной связи.
Если вдруг возникнут вопросы у вас какие-то в процессе или на будущее, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, я буду очень-очень рада вам помочь. Желаю вам удачи, желаю вам нервов на этом непростом пути, оно того стоит. Всем хорошего дня, пока!